Как легко вплести ленту в косичку, чтобы прическа для дочки заиграла новыми красками и подошла к любому наряду, мы покажем на примере косы в 4 пряди. Присоединяйтесь к каналу 3Ls Hair, нажимая на колокольчик. Волосы делим по центру, а затем от макушки к ушку. Собираем в хвостик силиконовой резиночкой под цвет волос, максимально близко к проборной линии. Чтобы волосы были послушными, увлажняем их водичкой из мелкодисперсионного пульверизатора. Ленточку берем шириной в 1 см, в 2 сложения по длине волос. Завязываем ленту поверх резинки или продеваем через резиночку. Проследите, чтобы края ленты были на одном уровне. Плетение начинаем из хвоста. Делим волосы на 3 части. С левой стороны 2 пряди волос, затем лента и еще 1 прядь волос. Теперь запоминаем 2 действия. Первое. Левая прядь наверх, лента наверх. Второе. Правая прядь под низ, плюс подхват, лента под низ. Все. Так просто плетется коса с лентой. Мы в исходной позиции, к которой постоянно будем возвращаться. Теперь нужно научиться делать подхват с 2 сторон, чтобы коса с лентой получалась не только из хвостика. Левую прядь наверх плюс подхват, ленточка наверх красивой стороной. Теперь забрали правую прядь и к ней подхват добавили, ленточка под низ. Мы снова в исходном положении. Теперь следим за пальцами, они должны научиться держать косу во время плетения. Возможно, вы найдете свой способ. Самое главное, чтобы пряди косички не смешивались, не провисали и были равные по объему. Обратите внимание, как я держу прядь, в которую выполняю подхват. Она зажата между указательным и средним пальцами. После подхвата передаем плетение в правую руку. Большой палец фиксирует плетение. Лента уходит под низ. И правой рукой можно держать прядь и ленту, они не смешиваются. Снова большим пальцем прижали плетение, а прядь для подхвата между указательным и средним пальцами. Не спешите, и у вас все получится. Я показываю прически на живых волосах, тонких, детских. Это не манекен с одной длиной волос, где волосы всегда послушные, как ниточки, и имеют нереальный объем. Самое время вытягивать звенья косы для дополнительного объема. Это важно делать во время плетения, а чтобы косичка оставалась крепкой, вытягивать звено нужно только с краю, чтобы каркас оставался прочным. Делаем это поочередно с 2 сторон. Поправляйте волосы во время плетения. Лента не смешивается с волосами, поэтому ее можно держать в одной руке с прядью волос, перехватывать пряди. Следим за пальцами. Важно отследить каждое действие, поэтому пробуйте делать прическу параллельно с видео, сразу решаются все вопросы. Правая рука подхватывает правую прядь, и вот она зажата между указательным и средним пальцем, туда же отправляется подхват. Прядь под низ и лента под низ. Пришло время держать правой руке, а левой работать. Таким образом лента перебирается к правой пряди, заводим под низ. Сложно? Нет, подробно. Возможно, ваши пальцы будут иметь другое расположение. Самое важное – левая прядь наверх, лента наверх. Правая прядь под низ, лента под низ. Мы чередуем 2 пары действий и получаем невероятно красивое и прочное плетение. Присоединяйтесь к нам в Instagram или в Фейсбуке, чтобы наблюдать прически, которые мы делаем ежедневно в наших сторис и публикациях. Узор косы необычный, потому что правая половина – это коса под низ, датская, а левая – французская. Чтобы косы были симметричные, при плетении второй косы нужно плести зеркально. То есть теперь правая часть наверх, а левая под низ. Ближе к пробору внутренние пряди кос нужно плести наверх, а внешние под низ. Лента, соответственно, всегда 3-я относительно центра головы. Без подхватов косу плести гораздо проще. Пожалуй, с этого стоит начать, если вы никогда еще не плели такую косичку. Сделать хвост, обвязать лентой и сразу попробовать плести. Левая прядь наверх, лента наверх. Правая прядь под низ, лента под низ.
Сразу и пальцы найдут свое место, а уже потом попробовать подхваты. Какую косу вы бы ни плели, у вас все получится, если вы умеете все пряди удерживать одной рукой. Ведь в процессе плетения часто нужно поправлять волосинки, расчесывать волосы, увлажнять, потому что высыхают они очень быстро. Лента заканчивается, можно зафиксировать косичку внизу, если волосы более густые. Маленьким девочкам советую плетение завершать там же, где закончились подхваты. Расческой поправляем неровности, еще раз вытягиваем пряди для дополнительного объема, чтобы более равномерно распределить звенья косы. Подписывайтесь на наш канал, ведь мы не просто показываем прически, а поэтапно обучаем. Достаточно повторять простые техники, чтобы на удивление себе достичь мастерства. Спасибо всем, кто уже с нами.